Итак, как напечатать на таком принтере формат А5? Итак, у нас есть вот такой формат файла А4, и мы хотим напечатать его в формате А5. Для этого нажимаем на печать, но перед тем, как печатать, нужно настроить принтер. Для этого заходим в параметры Windows, устройства, выбираем принтеры и сканеры и наш принтер Peripage A40, копия 1. И нажимаем управление, выбираем настройки печати и во вкладке графа повышаем контраст до сколько вам нужно. После этого нажимаем ОК. И все. Теперь можно приступать к печати. Итак, возвращаемся к нашей теме. Как напечатать на таком принтере формат А5. Для этого нажимаем на печать и выбираем другие настройки. В самом низу и выбираем страниц на листе. Выбираем 2. И при печати мы просто обрежем эту часть. И все. Но перед тем, как печатать, нужно подключить принтер к компьютеру. Я заранее уже установила драйвера, так что в этом видео не буду показывать. Итак, чтобы включить принтер, нажимаем на эту кнопку, примерно зажимаем 3 секунды, пока не загорится зеленым светом. И все, загорелось зеленым светом. После этого подключаем его к компьютеру через USB кабель. И все, мы подключили его через компьютер, и можно теперь наконец нажать печать. Да, звук, конечно, такой себе. Не вдохновляющий, но что ж поделать. Ну и все. Вот до сюда мы режем. У меня в комплекте была вот такая резка, так что я буду резать этим. Теперь просто берем эту штуку и тянем. А вот и сравнение, если бы мы не включили на максимум контраст в настройках. Вот текущая настройка самого принтера. Прямо тут ничего не видно. А то, что мы включили контраст на максимум. Давайте сравним вот так, потому что лист будет крутиться очень долго. Вот сравнение. С максимальным контрастом тут буквы уже видно. А вот тут без контраста, то есть обычная настройка принтера. Вообще лучше поставить на саму картинке, когда вы печатаете, уже контраст. Потом добавляйте еще раз контраст. Теперь сравним фотографию. Кстати, это минус этого принтера, они будут всегда скрученные, так что лучше предложить потом после печати на что-то твердое, чтобы их выпрямить. Так вот, видите, качество у этого, лучше даже качество на букву посмотреть. Вот тут они, как бы сказать, вот тут они как бы четче видно, а вот тут тоже четко, но не так четко, как тут. Вот и сравнение.
Этот принтер очень удобный, конечно, в сумке, но так печать хуже обычного принтера. Текст он печатает отлично, но не фотография. Мне убивает то, что у этого принтера каждый раз он печатает, и когда вы рвете лист, формат каждого листа немножко разный. Вот, посмотрите. Конечно, если вам для переферата это не так важно, но если вам нужно серьезный документ, на этом принтере вообще нельзя печатать. Можно реферат только печатать или какие-нибудь эссе, лабораторные работы, чтобы сдавать преподу быстро. Потому эти лабораторные больше никогда не увидит. Вот что-то вроде диплома, документы, банковские печати или что-то подобное, серьезные документы. Этим принтером вообще нельзя печатать. При каждом печати у него разный вообще формат. Дебильный формат. Всегда будет погрешность где-то в 1 мм или чем-то 0,2 мм. Но погрешность будет. Итак, на этом все. Теперь вы знаете минусы про этого принтера и также как напечатать опять на нем.